Всем привет! В данном видео я расскажу, как установить свои плагины через WinCord на примере этого котика. Ну что ж, начнем. Для начала нам нужно зайти в браузер и скачать программу Node.js. Просто скачиваем, прожимаем «Далее». У меня эта программа уже установлена, так что показать не могу. После нам нужно скачать программу Git для того, чтобы можно было скачать репозиторий через командную строку. Сразу же, как скачали, прожимаем также «Далее». Чтобы скачать WinCord, нам нужно зайти на рабочий стол и вызвать командную строку и прописать эту команду. Если что, все команды будут в описании. После того, как оно прогрузилось, мы вписываем другую команду, которая скачивает репозиторий с GitHub. У нас должна появиться папка WinCord на рабочем столе. Дальше мы должны открыть эту папку и в ней вызвать командную строку. Но я так не могу сделать, поэтому вписал команду, которая как раз-таки ее открывает. Как только мы это сделали, вписываем команду pnpm install. Теперь мы можем устанавливать плагины. Для того, чтобы создать или скачать пользовательский плагин, нам нужно зайти в папку WinCord src. В ней мы создаем папку user plugins. Я скачаю свой плагин и на его примере покажу, как это все работает. После того, как скачали плагин, мы должны закинуть его в папку. У меня это mypad. И да, файл для WinCord может быть только с расширением TS или TSX. Для того, чтобы установить WinCord с нашими плагинами, нам нужно снова зайти в папку WinCord и в ней вызвать командную строку. После этого прописать pnpm build. Следующей командой становится pnpm inject, которая инжектит изменения в Discord. Когда мы написали pnpm inject, нам нужно 2 раза прожать Enter. Ну и на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.